Всем привет, приветствую на канале. Сегодня мы будем менять лампу ксеноновую ближнего света Audi A4 B8 кузов, 2014 год. При включении ближнего света лампа загорается и через какое-то время тухнет. Сейчас мы посмотрим, как это происходит. И на приборной панели у нас появляется индикация перегоревшей лампы. Перед началом разборки мы сделаем локальную очистку. Наносим чистящее средство. Еще раз наносим чистящее средство. Поскольку это локальная и техническая очистка, не буду углубляться в подробности. Ссылку на видео о детальной очистке подкапотного пространства оставлю под этим видео в описании и вот здесь вверху во всплывающем окне. Есть два варианта для доступа к замене лампы. Первый вариант — это снять кожух воздушного фильтра в сборе, и у нас появится доступ к лампе. И второй вариант — это снять фару. Сегодня мы рассмотрим вариант, как добраться к лампе. При первом варианте это при снятии кожуха воздушного фильтра. Приступим. Первым делом нам нужно будет снять облицовочную панель пластиковую. Здесь всего 1, 2, 3, 4 клипсы. Снимаем пластиковые клипсы. И четвертая клипса. По бокам облицовочной панели у нас есть пластиковые фиксаторы, поддеваем их. И выщелкиваем. Снимаем нашу облицовочную панель. Далее нам нужно открутить два самореза, которые фиксируют воздухозаборник. Для этого нам понадобится Torx T25. Такая вот звездочка. И откручиваем. Один саморез. И второй. Далее при помощи отвертки выщелкиваем фиксатор нашего воздухозаборника. И снимаем воздухозаборник.
Вот так выглядит пространство после того, как мы сняли воздухозаборник. Всего две защелочки. Одна слева, вторая справа. Далее приступим к снятию пластикового корпуса воздушного фильтра. Для этого нам нужна насадка на Torx T30. Так она выглядит. И откручиваем боковой кронштейн. И откручиваем хомут воздушного патрубка. И снимаем воздушный патрубок. И отводим его в сторону. Далее выщелкиваем нижнюю часть корпуса фильтра. Топим резинку при помощи отвертки. И поддеваем его вверх. Далее снимаем корпус воздушного фильтра в сборе. Так выглядят посадочные места нижней части корпуса фильтра. Все части, которые я снял для того, чтобы заменить ксеноновую лампу правой фары, это у нас воздухозаборник, пластиковая облицовочная панель передняя и корпус фильтра в сборе. Так он выглядит. Это нижняя его часть. И ответная часть на кузове. Слегка подчистим, наносим химию. Далее нам нужно отсоединить разъем от фары. Нажимаем фиксатор верхней части разъема и тянем на себя разъем. Откладываем его в сторону, чтобы он нам не мешал. Далее нам нужно снять защитную крышку на ксеноновой фаре. Снимаем крышку. И вот наша ксеноновая лампа. Сейчас мы приступим к ее снятию. Далее, для того, чтобы снять ксеноновую лампу нашу, нам нужно провернуть ее против часовой стрелки. Проворачиваем. И вынимаем с посадочного места. Так выглядит наша перегоревшая лампа. Это у нас Philips. Далее выщелкиваем разъем ксеноновой лампы. Откладываем его в сторону. Так выглядит наша ксеноновая лампа. Тыльная ее часть. D3S на 35 Вт. Вот так выглядит дефект. Ореол и синяя точка. Лампа разжигается. Какое-то время горит и тухнет. Так, это наша новая лампа. Снимаем защиту.
Так выглядят разъемы. Заводим нашу ксеноновую лампу. Подсоединяем ксеноновый разъем. Сразу его защелкиваем. Защелкнулся. Далее заводим в посадочное место лампу аккуратно. При установке лампы нужно попасть вот этим пазом в направляющую и провернуть лампу по часовой стрелке. После того, как мы попали в паз верхний направляющий, проворачиваем нашу лампу по часовой стрелке и фиксируем ее. Лампа на месте. Проверяем. Далее устанавливаем пластиковую защиту на место. Защелкиваем. Устанавливаем разъем фары на место. Подключаем его и защелкиваем. Перед сборкой очистим нижнюю часть корпуса фильтра. И очистим воздухозаборник. После того, как мы очистили корпус воздушного фильтра, приступим к его установке. Нам нужно попасть вот этими направляющими резинками в посадочные места на кузове. Вот они, вот здесь. Сейчас так будет лучше видно. Итак, заводим корпус воздушного фильтра на место. Заводим резинку в посадочное место. Можем ее также уже защелкивать. Защелкиваем ее при помощи отвертки. Так. Резинка на месте. И нажимаем на корпус фильтра для того, чтобы защелкнуть его в посадочных местах. Проверяем. Корпус фильтра на месте. Далее устанавливаем патрубок подачи воздуха на место. Защелкиваем его. И закручиваем металлический хомут. Здесь у нас есть метки. Поджимаем хомут. Отлично. Проверяем место установки резинки с левой стороны от корпуса воздушного фильтра. Она должна стать вот в таком положении.
Далее центруем фильтр и закручиваем болт, который фиксирует кронштейн пластиковый. И фиксируем кронштейн. Поджимаем. Готово. Далее устанавливаем воздухозаборник на место. Защелкиваем его на 2 защелки. И попадаем в направляющие. И прикручиваем. Один саморез. И второй саморез. После очистки сетка воздухозаборника у нас стала белого цвета. Далее устанавливаем верхнюю пластиковую облицовочную панель на место. Нам нужно попасть вот этими направляющими и защелками вот в эти места. Заводим. Защелкиваем. Одна. И вторая. Далее устанавливаем клипсы на место. Защелкиваем. Всего 4 верхних клипсы. И последняя. Одна, вторая, третья, четвертая. Проверяем. Сейчас запустим автомобиль для проверки. Запускаем. Световая температура 4300. Лампы светят абсолютно одинаково. Ошибки на приборной панели уже нет. Неисправность мы устранили. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До встречи на канале. Всем пока.